Вот, проблемы возникают в нескольких плоскостях. Все банки вообще это любят. И про само партнерство никакого налога не платит. Просто незаконно не платить налоги – это очень просто. Всем добрый день, добро пожаловать на YouTube-канал Релакод. Сегодня с нами Алексей Абсалямов, он кофаундер фирмы TaxBreeze, и также он является налоговым консультантом. Сегодня мы поговорим о налогах в Великобритании. Очень интересная тема, связанная с большим количеством стереотипов. Алексей, добрый день. Добрый день, спасибо, что пригласили. Да, Алексей, вы по месту жительства очень связаны с Великобританией, так понимаю, да? Да, так получилось, что вот уже 15 лет, как здесь я живу, в Великобритании. Так что, если говорить про налоги, сразу всегда говорю, что я уже даже не могу использовать тот самый remittance принцип по налогообложению, потому что слишком долго я уже здесь прожил и уже потерял право на использование в статусе недомицилизированного, значит, лица, non-domicile. Вот, это уже я просто вспоминаю в рамках своей практики, когда клиентам что-то рекомендую, именно связанное с non-домами, non-domicile, и вспоминаю, что я-то уже слишком давно здесь и уже все это дело, на это все дело не имею права. Вот, поэтому, да, с Великобританией уже очень давно связан. Спасибо большое. Давайте немножечко поговорим о вашей компании. Кто ваши клиенты, чем вы вообще занимаетесь? Давайте поделимся с нашими подписчиками этой информацией. Думаю, это будет полезно. Да, мы относительно новый игрок на этом рынке. Мы занимаемся, пока мы на самом деле в основном работаем на русскоязычную аудиторию, неудивительно, потому что с ней проще работать, и есть определенный спрос со стороны тех, кто либо приехал в Великобританию и открывает какой-то бизнес, либо со стороны целой большой группы клиентов у нас это не резиденты, то есть те, кто в Британии никогда не был, но, может быть, только разве что как туристы, и используют Британию для своего бизнеса, либо как основное юрлицо, либо как промежуточное, как фронт-офис, либо как скажем так, для того, чтобы быть более престижно выглядящим для своих клиентов. То есть у нас вот такое распределение, две группы клиентов. И в Британии есть, конечно, клиенты, которые просто по своим налогам не связаны с бизнесом, просто им нужно сдавать декларации личного характера, если они продают недвижимость, имеют какой-то побочный доход. То есть в этом случае мы тоже помогаем. Спасибо. То есть две ваши основные категории – это резиденты и нерезиденты Великобритании. Верно, Сегодня мы поговорим об особенностях ведения бизнеса с обоих точек зрения, и я думаю, что это будет очень интересно. Давайте начнем, возможно, с резидентов или вообще с резидентства. Да? Что это такое, как мы с этим работаем? Да, резидентами наши клиенты, это в основном, будем называть, это иммигранты, то есть иммигранты из основном бывшего Советского Союза, которые приезжают в Британию по разного рода причинам и по разным визам. Вот, визы у них разные, это как раз к вам имеет отношение, вы специалисты в этом вопросе. Я-то в действительности уже с точки зрения миграции давно с этим завязал, в том смысле, что слежу за этим только как некий посторонний человек, а вообще тоже тема крайне интересная. Вот. Много изменений было с той поры, когда я приехал, потому что тогда были визы независимые, так называемые, то есть когда можно было приехать без какого-либо предложение о работе, то есть можно было просто подать заявление, указать, что ты имеешь такое-то образование, такой-то уровень дохода, сравнительно небольшой, кстати говоря, по московским, скажем так, меркам, вот, и получить этот статус, получить визу, приехать и здесь уже, как говорится, копошиться в своем собственном соку, находить либо работу, либо открывать свой бизнес, либо то и другое. Вот. К сожалению, такую программу ее закрыли в 2012 году, когда пришли к власти консерваторы в Британии. Вот. И дальше уже все это дело претерпевало свои изменения, то есть появились и недавно и Global Talent визы, которые вы хорошо знаете. Вот. Они немножко, конечно, другие, посложнее их получать, но все равно поток в общем, достаточно большой.
Я имею в виду, это может быть не сотни тысяч, но это, тем не менее, может быть тысячи людей, которые получают эти визы. Вот, и они приезжают и сталкиваются, ну, первое, что они спрашивают, это когда они станут налоговым резидентом в Британии. Вот, по опыту многих других стран бывшего Советского Союза считают, что, значит, нужно прожить 183 дня в Британии, но сразу хочу заметить, что это не совсем так. То есть, в отличие от стран бывшего Советского Союза, в частности России, по которой я знаю больше всего, здесь подход к определению резидентства, он более такой сложный. Вот. Есть целая, наверное, есть набор правил, по которым определяется резидентство, и, скажем так, человек, который приезжает сюда, например, на работу, на постоянное место жительства, он становится резидентом с первого дня. Вот. Поэтому это нужно иметь в виду. И налоговое резидентство предполагает обязанность уплачивать налоги со всего своего глобального дохода. Ну, вот, не только в Британии, а еще и в других странах. Вот. Ну и отсюда плавно вытекает то, что человек может быть налоговым резидентом в двух странах одновременно, потому что еще в той стране, из которой он уехал, он не потерял еще налоговое резидентство, он, допустим, там жил длительный период времени и свои полгода не прожил за пределами этой страны. А здесь уже он это налоговое резидентство приобрел. Поэтому возникает вот это вот двойное резидентство, которое потенциально приводит к двойному налогообложению и которое нужно разруливать с налоговыми, используя тот самый договор об избежании двойного налогообложения, который между разными странами разный. И, в общем, там достаточно все бывает запутанно. Вот. Вот с этим сталкиваются те, кто приезжает прямо вот с первой минуты. Вот. А дальше они сталкиваются с великой и могучей налоговой системой Британии, вот, и налогами 40-45%, которые, конечно, сначала поражают воображение у тех, кто привык к налогам значительно ниже. Вот, вот так вот оно происходит. Да, спасибо. Я думаю, еще мы немножечко поговорим о том, как законно этот налог немножечко снизить. Но, в принципе, я думаю, мы можем немножечко остановиться на том, что человек является резидентом с первого дня в некоторых случаях, верно? Я Да. думаю, что это будет сюрпризом, на самом деле, для многих наших подписчиков. Можете немножечко подробнее в общих чертах это рассказать? Я понимаю, что там, наверное, большой список условий. Но вот если вы... Да, ну, было, на самом деле, всего лишь лет, ну, по-моему, 10 назад все это было совершенно не сформализовано и основывалось на судебных решениях, так называемое, да, вот, английское право, это, по сути говоря, набор судебных решений, то есть оно не было нигде вот прям прописано жестко, вот, и было все очень сложно. Потом в правительстве решили, что это все нужно менять, и сделали так называемый statutory residence test. То есть это уже очень-очень детально прописанный набор правил, вот, где определяется, как, значит, шаг за шагом, грубо говоря, это такая как блок-схема или как же это лучше назвать, в общем, график, где вы отвечаете на какие-то вопросы и получаете в конечном счете ответ. Правила эти наизусть, вот я, честно говоря, до сих пор не запомнил, хотя уже занимаюсь этим очень долгое время, каждый раз обращаюсь к справочнику. Вот. И, ну, грубо говоря, если человек приехал на работу, то есть на постоянное место жительства, и это его вот именно как бы intention, то есть его намерение остаться в стране и работать, то он становится этим резидентом налоговым Великобритании с первого дня. Вот. Другие есть тесты, это на наличие жилья, на то, что вот называется центр жизненных интересов, на то, сколько человек пробыл в стране, значит, и сколько он отсутствовал в стране, причем это не 183 дня, скажем так, это всего лишь один из критериев. То есть сначала вы можете идти отвечая на эти вопросы, вот этой блок-схемы, и выяснить, что вы стали налоговым резидентом, несмотря на то, что 183 дня вы не пробыли в стране. Вот. Если кому-то это действительно будет интересно из ваших зрителей, то я думаю, что имеет смысл оставить, может быть, ссылку в описании к этому ролику на вот типа калькулятора на сайте налоговой службы, где очень хорошо это все сделано.
Мгм. Вот сложности, они на самом деле не в этом возникают. Определить налоговое резидентство его не так сложно. Сложнее это именно разрулить конфликты между двумя налоговыми, допустим, российской и британской, вот, потому что вот, это уже именно технически становится сложнее, потому что нужно подавать декларацию, нужно указывать, по каким критериям, значит, налог этот должен облагаться в одной стране, в другой стране, какой вычет делается. Вот эта вся работа, она гораздо сложнее и интереснее тоже. Да, спасибо большое, Алексей. Так что, если кому-то нужно решить такие проблемы, то прямой путь к вам. Это то, что касается резидентства физических лиц, правильно понимаю? А если мы говорим Да, о да. резидентстве компаний, например, и вообще, почему это имеет значение? Зачем это нужно? Ну, смотрите, с компаниями ситуации проще и сложнее одновременно. Дело в том, что компания по умолчанию, зарегистрированная в Великобритании, она налоговый резидент Великобритании. И, в общем-то, если она управляется человеком, который живет в Британии, то здесь вопросов никаких не возникает, и можно с этим не столкнуться всю жизнь, не знать даже вообще, зачем это нужно и почему. Вот наша вторая группа клиентов – это нерезиденты, которые формируют свой бизнес, скажем, международный и структурируют его таким образом, чтобы была частью этого бизнеса британское юрлицо. Вот у них эта проблема иногда возникает, потому что они не живут в Британии, компания, по сути, ну, до какой-то степени она бумажная, то есть она не имеет физического присутствия в Британии. Вот, и хотя налоговая британская ее считает по умолчанию резидентной, вот, проблемы начинаются, когда у этого клиента начинают спрашивать сертификат о налоговом резидентстве компании. Вот, спрашивать его могут контрагенты, часто этим занимаются американцы, у них там есть достаточно своеобразное, так сказать, экстерриториальное понимание ситуации в плане налогов. Вот они там и по ФАТКА, вот по этим всем вещам, и по выплатам каких-то доходов, даже не обязательно связанных просто с коммерческой деятельностью, это может быть дивиденды, это там может быть какие-то проценты по вкладам или какие-то еще роялти. В общем, вот в этих всех случаях они просят сертификат о налоговом резидентстве. И обычно, опять же, если компания управляется лицом, который живет в Британии, это дело, в общем-то, 5 минут, заполняется заявление и получается этот документ, сертификат о резидентстве. А вот когда налоговая видит, что компания управляется явно из-за рубежа, то есть у нее директор и учредитель явно живут в другой стране, а эта вся информация публично доступна в реестре, вот тогда начинаются проблемы, потому что этот документ получить очень сложно. Вот, делается запрос, там, налоговая запрашивает массу документов, которых просто физически у данного лица нет. Если компания управляется из другой страны, то, ну, как бы, понимаете, английской налоговой ей, конечно, не хочется терять налоговые поступления от компании. Потому что если она перестает быть налоговым резидентом, то налог на прибыль либо частично, либо полностью будет платиться там, где она резидент. Поэтому, скажем так, настаивать на том, что компания не резидентная, налоговая британская не будет. Ну и документ этот тоже не даст. Вот. У нас есть мало их, но бывали случаи, когда наши клиенты, они управляли компанией за рубежа, и они ее хотели сделать резидентной в другой стране. Вот. В этом случае есть тоже определенная процедура, в первую очередь по договору об избежании двойного налогообложения. То есть у вас компания, допустим, управляется с другой страны, человек живет в другой стране, директор и учредитель, вот, и он хочет платить налог там, налог на прибыль, соответственно, получить статус налогового резидента, я имею в виду для компании. Вот. Но в этом случае нужно, опять же, работать с налоговой с тем, чтобы налог на прибыль не платился в Британии. Вот. И опять же, все это разруливается через договор об избежании двойного налогообложения и через соответствующие процедуры и формы, заполняемые для налоговой, и вот такого рода вещи. То есть, опять же, теоретически все это не так сложно, а вот по процедуре вот это вот ставит иногда в тупик, потому что очень много разных форм, очень много разных департаментов налоговой, которые этим занимаются, которые должны это все обработать. И вот
Вот это вот большая часть нашей работы. Не столько даже сказать клиенту, сколько вот ставка налога, а сколько как это технически сделать, чтобы налоговая согласилась со всеми этими вещами. Да, вижу. Спасибо большое. Очень интересно. А если мы говорим о, например, нерезидентах, и вы уже сказали, да, о их регистрации бизнеса. То есть Да. здесь они должны получать эти вот. Да, вижу. Мгм. Да, да. С нерезидентами и регистрацией компании ситуация стоит таким образом, что зарегистрировать ее ну, крайне элементарно. Это вот одно из преимуществ Британии. Это простота регистрации бизнеса. То есть это, во-первых, очень дешево, это госпошлина 12 фунтов всего. И, во-вторых, это очень быстро и и проще, сложно сказать. То есть это форма на 2 листах. Вот. Я просто, к примеру, чтобы люди понимали, для сравнения, да, во многих странах Евросоюза вам нужен будет уставный капитал, там на 1000, бывает и десятки тысяч евро. В некоторых странах, типа Ирландии, вам нужен будет обязательно местный директор. То же самое касается Юго-Восточной Азии, например, тот же Сингапур, там нужен будет номинальный директор местный. То есть во многих странах это, на удивление, сложнее, чем в Британии. В Британии это может сделать, в общем-то, кто угодно, невзирая ни на резидентство, ни на гражданство. Даже в наши тяжелые, скажем так, времена геополитические, никаких проблем, допустим, для россиян нет зарегистрировать компанию. Вот, проблемы возникают в нескольких плоскостях. Первое – это, естественно, банк, потому что банк будет смотреть на учредителя и на директора. В отличие от, то есть не тоже в отличие, а, скажем так, некая иллюзия из того, что банковский счет для бизнеса открыть просто потому, что бизнес же ведь местный, резидентный, а директор это не имеет значения. Ну, на самом деле нет. То есть банки будут смотреть и проверять прежде всего директора и учредителя, и со всеми вытекающими в наше непростое время обстоятельствами. Вот. И местные классические офлайн-банки, они не открывают счетов без местного персонала, местного директора в первую очередь. Вот. То есть, пройдя вот, вариант с банком, банк может запросить документы на, скажем так, на физическое какое-то присутствие, например, на офис физический. Все, скажем так, начинают с виртуального офиса, с виртуального адреса юридического, который очень дешевый, он стоит там порядка 60 фунтов в год. То есть его очень легко купить, его очень легко, ну, в общем-то, дешево и доступно, скажем так. Но проблема в том, что не всем такой адрес нравится. Во-первых, его все знают. Это начать с этого надо. Вот даже мы в своей работе, когда к нам приходят клиенты с уже готовой компании, по адресу очень часто мы можем понять не только, понятно, где этот адрес находится, но и кто, какой провайдер этих адресов такой адрес сделал. Потому что этих провайдеров там может быть десяток, и все эти адреса все на слуху. То есть вообще никакой проблемы нет понять, что этот адрес не является реальным адресом компании, а просто пересылка писем. Вот, поэтому банки, не все банки вообще это любят, они могут запросить такие вещи, как договор аренды, они могут запросить utility bills, вот такого плана вещи, вот это вот препятствие. Да, еще одно препятствие – это если нужно регистрироваться на VAT, то есть на НДС. Здесь примерно та же самая история. То есть налоговая очень не любит регистрировать на НДС компании без физического присутствия, потому что это сразу иск для них. НДС – это такой налог. То есть он мало того, что государствообразующий, бюджетообразующий, он еще и очень подвержен всяким манипуляциям и схемам. То есть это карусельные схемы, это схемы просто банально, когда налог не платится, это лжеэкспорт, это еще масса других схем, про которые, вообще говоря, налоговая все знает. Ну, если не все, то очень многое. Поэтому они крайне не любят, когда компания, видно, что она управляется из-за рубежа, и видно, что нет вообще никакого присутствия. В этом случае они очень часто отказывают в регистрации на VAT. И в этом случае, ну, один как бы из вариантов – это, конечно, назначение налогового представителя. Вот, фискального представителя, это fiscal representative, который будет, по сути, нести субсидиарную ответственность за неуплату VAT. То есть такого найти либо такую бухгалтерскую компанию, либо юридическую компанию, которая возьмется за предоставить такие услуги. Это не экзотика, такие есть, за это просто нужно платить. Вот. Иногда помогает, если
регистрацией на VAT занимаются бухгалтерские компании типа нашей, с физическим, естественно, реальным присутствием в стране, потому что как бы мы можем немножко добавить в эту процедуру немножко больше, скажем так, какое-то физического присутствия в стране, хотя бы на уровне того, что нам можно позвонить, налоговый может нам позвонить, пообщаться, мы все ответим, скажем, расскажем там, как, почему, что за клиент, мы его проверяем. То есть, понятно, здесь логика такая, если налоговая нам доверила, мы авторизовались в налоговой, как авторизованные там налоговые агенты, у нас есть квалификация, у нас есть лицензия от регулирующего органа, у нас есть там ассоциация саморегулируемая. То есть если нас уже проверили, у нас определенный есть статус, то, конечно, они немножко нам больше доверяют, что мы проверили уже самого клиента. Вот, и поэтому это, ну, как бы как один из вариантов для нерезидентных компаний. У нас таких довольно много, там, особенно в сфере e-commerce. Тех, кто занимается продажами на маркетплейсах, таких довольно много. Да, действительно, таких достаточно много, и многие этой ситуацией пользуются. Даже многие из наших, да, клиентов, которые имеют свои собственные компании, зачастую они могут быть зарегистрированы в Великобритании, даже без их Да, личного присутствия там. Так что я думаю, это совершенно верно. полезно. Да, спасибо. А вот что касается, мне вот стало интересно насчет партнерства, если мы будем говорить про это, LLP. Да, партнерство – это такая тоже интересная тема, потому что именно в связке с нерезидентами. Я сначала объясню, почему резидентам это не очень интересно. Значит, партнерство – это два или более физических лица индивидуальных предпринимателей, которые работают под одной юридической шапкой. Ну, то есть это два юриста, бухгалтера, стоматолога. Очень часто вот в этой области профессиональных услуг, скажем так, когда каждый из участников этого процесса, вот два стоматолога, они, у них как бы своя клиентская база, у них своя, они по сути ведут прием сами по себе, вот, но они решают, что лучше вести это под одной шапкой, вот, чтобы клиентам было понятно, что это вот как бы большая такая клиника, условно говоря. Вот. И они ведут этот прием, и потом все доходы, которые падают на это партнерство, они эти доходы делят, эту прибыль делят между собой, и само партнерство никакого налога не платит. Вот это вот очень важно. Самое основное, что привлекает. Партнерство само по себе не является плательщиком прямых, подчеркиваю, прямых налогов. Да, то есть речь не идет о VAT, речь не идет о всяких пошлинах, там, дьюти и прочих всех делах. То есть непрямых налогов это не касается. VAT точно так же на партнерство будет платить, как и обычная компания. А вот налог на прибыль не будет, потому что вся прибыль будет распределяться среди партнеров автоматически. Минус состоит в том, что налоговая система в Британии, она прогрессивная. То есть налоговая ставка налога на доходы физлиц, она прогрессивная. То есть это от нуля, потом идет 20, потом идет 40, потом вообще 45. Вот. И если все эти доходы, которые заработало партнерство, разделить на двух партнеров или больше, неважно сколько их партнеров, минимум два должно быть, то на каждого партнера может прийтись такая сумма, которая его передвинет уже по шкале. Скажем, он станет платить уже не 20, а 40 или 45%. А вот налог на прибыль компании, он вообще-то фиксирован. То есть он 19%, и он не зависит от прибыли. То есть это что 100 фунтов, что 100 миллионов фунтов, все равно 19%. Поэтому это, конечно, не прямое сравнение между этими двумя налогами, но тем не менее идея такая, что компания напрямую свой доход, свою прибыль, она может его облагать по 19, а дальше эта прибыль может лежать неограниченно долго и ждать своего часа. Это уже как бы отдельная история, как налоговые стратегии. Но в целом для резидентов партнерство не так интересно. А вот для нерезидентов оно как раз гораздо интереснее, потому что есть одна очень важная деталь, что партнеры нерезиденты платят налог британский только на доход, который получен от деятельности в Британии. Ну, это как бы отдельная тема, что считать деятельностью в Британии, но чаще всего это транслируется в то, есть ли продажи у партнерства в Британии, клиенты и поставщики, но в первую очередь клиенты. Если партнерство не ведет деятельность в Британии и не имеет никаких клиентов в Британии, то, по сути, вся прибыль, которую он заработает, это прибыль
от действий от источников из-за рубежа. И тогда в этом случае партнеры не-резиденты платить на эту прибыль налог в Британии не будут. А будут они платить это только по месту своего жительства, месту своего резидентства. Вот. А местом своего резидентства может быть на все что угодно. На самом деле, почему бы, собственно, не быть какой-нибудь Монако или Дубай, где вообще отсутствует налог? То есть это такая удобная схема, причем законная, одна из немногих законных схем, когда если партнер оказался, что он живет в стране с низким налогообложением на доходы физлиц, вот Россия, если уж мы берем про Россию, в общем-то, эта страна как раз классический пример, потому что плоская, относительно плоская, она уже не совсем плоская, но все-таки, значит, шкала налогообложения 13-15, вот, и налоги на доход физлиц в России в той же, да, намного меньше, чем налоги на бизнес. А вот сравнить это теперь с Британией, где ровно все наоборот, то есть на бизнес налоги гораздо ниже, чем на физлиц. Вот. Что из этого правильно, что неправильно, это вообще дискуссионно-философский вопрос, но тем не менее факт в том состоит, что если человек живет в стране с низким налогообложением на физлиц, то став партнером британской ЛП и ведя бизнес за рубежом, он может, по сути говоря, облагать это по своим местным ставкам, этот доход. И, конечно, это выгодно. И тем выгоднее, чем ниже ставка налога в стране резидентства, тем это выгоднее. Единственное, здесь я всегда говорю, что нужно иметь в виду следующее. LP – это малопонятная, скажем так, организационная форма для зарубежных банков, для зарубежных налоговых и вообще, вот, скажем, это не то же самое, что ЛТД. То есть вот классическая компания, limited компания, она гораздо понятнее всем. LLP, не все банки открывают для LLP счета. Если нужно что-то там доказывать кому-то за рубежа, это может быть проблемой. То есть здесь нельзя сказать, все бы тогда зарегистрировали бы LLP, но тем не менее. Вот, да, еще плюс вам нужно минимум два партнера, и LLP не очень подходит для акционерного капитала. В партнерстве нет акционерного капитала как такового, поэтому там нет. Вернее, есть, но очень ограниченная возможность для внешних инвесторов. То есть эта форма не очень подходит там, где у вас для стартапов, а я знаю, Релокод очень сильно работает в этой области, там стартапы, технологические. Вот LP не особо подходит для этих видов деятельности, потому что войти стороннему инвестору в LP в качестве инвестора, вот именно, да, пассивного, намного сложнее, чем в ЛТД. Это их права защищены гораздо меньше. Вот. Да, спасибо большое. Действительно, это так. А подскажите насчет, вы говорили, прогрессивная налоговая ставка. Давайте расскажем об этом подробнее нашим зрителям. Что такое как бы прогрессивная налоговая ставка, какой доход как бы соответствует какой ставке? Может быть, вот так вот будет проще. Ну, здесь это как раз вопрос несложный и наименее интересный, наверное, из всех. Если вот брать вот людей, они спрашивают, это ставки все эти известные, значит, до 12 570 фунтов, вот, это нулевая ставка. Дальше мы идем где-то до 50 с копейками тысяч, это 20%. С 50 до 150, насколько я помню, я уже тоже все эти шкалы не очень хорошо, всегда смотрю справочник, это 40%, и выше 150 это 45%. Вот. Это, вот если брать это просто в лоб, вот. Но в лоб никогда не бывает, потому что куча есть обстоятельств у людей, значит, которые позволяют либо увеличить, либо уменьшить этот налог. Во-первых, нужно сказать, что есть еще national insurance, то есть социальные взносы. На какой-то доход их платят, на какой доход их не платят. То есть, платят в первую очередь на доход от бизнеса и на доход от наемной деятельности, от работы по найму. И не платят от дивидендов, от роялти и от, грубо говоря, доход от капитала. Вот вам первый, так сказать, ключевой момент. Да? Лучше получать пассивный доход, чем активный с точки зрения налогов. Но это во многих странах так. Вот. Второе – это то, что у вас есть
Значит, вариант, возможно, что у вас есть супруг или супруга, которые не работают, или работают и получают меньше. Да, если есть возможность перераспределить доход немножечко в сторону того человека, который платит по более низкой ставке, вот вам, пожалуйста, второй вариант. Третий вариант. Если мы говорим про оптимизацию, мой любимый, если честно, вот, это пенсии. Вот, пенсии – это тоже дискуссионный философский вопрос, зависит от того, в какой точке жизненной находится данный человек. Если ему 20 лет – это одна история, если ему 40 – другая, если ему 55 – уже совсем другая. Вот, но в целом пенсии, они идут с большими льготами, по сути говоря, без налога. То есть вложить в пенсию можно с грязных денег, тоже там есть свои условия, но в целом вот такой метод откладывания денег, он один из самых выгодных. То есть, по сути, от налога мы полностью уходим, но уходим от него не... То есть, вот на данном этапе уходим, потому что когда берется пенсия уже из пенсионного счета, все равно на них надо платить налог, правда, по текущим правилам со скидкой 25%. Ну, а дальше, да, там все зависит от того, в какой, говорю, точке находится человек. Если он находится, ему 20 лет, сложно ему, конечно, продать идею вложения в пенсию. А если ему, допустим, 50, учитывая, что с 57 уже можно все эти деньги забрать, то есть можете сами смотреть, то есть вы откладываете эти деньги там лет на 5, на 7, и очень сильно срезаете налог, очень. Вот, причем пенсию это не какой-то там... Ой, никакой там большой пенсионный фонд, который там не пойми, чего делает. Это ровным счетом тот же брокерский счет, ну почти, вот, где каждый может управлять этими деньгами как хочет, вкладывать практически во все, что хочет, или даже выходить в деньги. Ну, это как бы вообще тема отдельного разговора, пенсии. Вот. Но с точки зрения налогов это очень выгодно. Еще есть вариант вложения во всякие рискованные компании технологические. Если там какой-то стартап, можно вложить в него деньги, тоже поощряется налогами. Это рискованно, но зато это поощряется налогами. Вот один из как бы вот вариантов. Я просто вам навскидку, какие есть варианты для снижения налогов. Вот все они очень индивидуальные. Поэтому вот так сказать, вот, когда к нам приходит какой-то клиент и говорит, вот у меня такой доход, посчитайте мне налог и скажите, как его уменьшить. Там разговор на час, может на два разговора, чтобы понять, какие, собственно, у человека есть личные обстоятельства. Да, спасибо. Это достаточно интересно. Вообще, конечно, тема, да, законного снижения налога в Великобритании достаточно актуальна. И вот зачастую, да, видимо, инвесторам быть достаточно выгодно здесь. Они тоже срезают налог для инвесторов, верно? Да, отдельная тема тоже большая. Все это большие темы. Это вот если есть бизнес, как можно из него выйти? Вот, то есть, допустим, если какой-то есть стартап, как из него можно выйти и заплатить поменьше налогов? Это тоже огромнейшая тема, потому что правительство, оно в свое время ввело достаточно интересную льготу. Это 10% от, собственно, налог 10% фиксировано на выход из бизнеса, то есть на доход, который получает предприниматель, продавая свой бизнес или его закрывая. Вот, крайне интересная тема, потому что если выводить деньги классическим образом, то есть в виде дивидендов или зарплаты, то есть мы получаем ставку вот, собственно, по той шкале, которую мы изначально говорили, то есть до 45%, плюс еще если к зарплате там еще добавляется социалка. Вот, конечно, выгоднее гораздо платить так называемый налог на прирост капитала. То есть этот налог, это когда у вас какой-то есть актив, вот, вы его продаете, и вы платите доход не на... Вы платите, по сути, другой налог. То есть это не налог на доходы физлиц, это доход на прирост капитала. То есть у вас, ну, не знаю, там... Купили жене колье какое-нибудь золотое, вот, оно там стоило, не знаю, там 50 тысяч, потом золото на рынках выросло, и оно теперь стоит 100 тысяч. Продали за 100, изначально купили за 50, вот 50 тысяч – это у вас ваша прибыль, и платится на это дело платится всего лишь по ставке там 10%, вот, что очень выгодно. Есть там разные ставки, есть 10, 20, но в любом случае не 40, не 45. Да. Вот. И государство поощряет выход из бизнеса, то есть поощряет предпринимателей начинать и заканчивать то есть, бизнес, то есть если серийные предприниматели, то есть выходить из этого бизнеса, платя сравнительно небольшие деньги. То есть 10% это очень выгодно. Ну, это объективно хорошая ставка.
Вот, там много-много-много условий. Вот, опять же, это как с резидентством. Это нужно, чтобы была компания трейдинг, то есть это условие такое, что должна быть компания с активной деятельностью. То есть не подойдет компания копилка, так называемая, компания инвестиционная, где лежат какие-то активы, не подойдет компания, которая основная деятельность – это держать просто недвижимость. Вот, недвижимость очень любят британцы в качестве, так сказать, пассивного дохода иметь и сдавать. Вот это все не подходит. Вот, поэтому мы здесь опираемся в то, что для того, чтобы выходить вот из этой всей истории, нужно тщательно смотреть эти условия, и нужно смотреть, насколько компания именно активно занимается своей деятельностью, то есть продает товары, услуги, и ближе к концу ее деятельности нужно как-то, может быть, реструктурировать таким образом, чтобы основная деятельность была именно от торговли, а не от инвестиций. Потому что бывает, вот, например, у нас клиенты, там, они зарабатывают, допустим, в IT, контракторы, они работают очень, очень успешно, вот, и компания зарабатывает очень много денег, они вкладывают, либо деньги просто лежат на счету, да, либо они вкладывают это дело в недвижимость, потом они уходят, не знаю, в долгосрочный отпуск или просто в отставку, на пенсию, и хотят компанию закрыть и вывести все деньги себе. Вот. И хотят, естественно, сделать, заплатив 10% все. А вот так не получается, потому что компания-то уже не работающая. То, что у нее есть, это у нее есть активы, вот, и она не подпадает под эту схему, то есть под эту налоговую льготу. И они тогда вынуждены совершенно по-другому платить и совершенно другие ставки. Вот. Поэтому это тоже большая тема, наверное, тема еще для одного большого разговора. Вот. Ну, вот так оно примерно выглядит сейчас. Да, Алексей, спасибо большое за эту информацию. Мне еще интересно, вы говорили о, да, пример такой, IT, какие-то стартапы, либо IT-компании, которые вышли, так сказать, в отставку и пытаются вывести все свои как бы деньги оттуда. Это Да. очень, да, интересная тема. И вообще, в принципе, видите, оказывается, есть какие-то законные способы эту налоговую ставку снизить, которая, это, в принципе, такая вещь, мне кажется, которая многих людей от Великобритании очень сильно отталкивает. Небольшая такая проблема. И, видите, есть несколько даже законных и вполне успешных способов это Да, совершенно верно. Налоговая базовая ставка, она выглядит пугающе, но эффективная ставка вполне вероятно будет ниже, если применять все возможные льготы. Да, спасибо большое. А вот вы говорили, да, про каких-то там IT-специалистов. Есть ли сейчас в Великобритании какие-то, вот, возможно, льготы, налоговые льготы для, возможно, инновационных каких-то технологий или, может быть, IT-специалистов, вот, таких технологических деятелей? Да, есть целый ряд, скажем так, налоговых послаблений для компаний именно технологических. Вот. Но в первую очередь я хотел бы сказать про вычет на разработку на R&D, то есть на неокры, то, что называется неокрами. Вот. Это возможность для компании, если она занимается такого рода действительно деятельностью, это не обязательно должны быть какие-то супернаучные компании, то есть не обязательно для этого изобретать лекарства от рака. В принципе, айтишные компании, они очень для этого подходят. Они могут достаточно существенно уменьшить свой налог на прибыль. То есть для этого существуют R&D-вычеты, так называемые, где если компания действительно неэффективна, а вот действительно применяет какие-то свои знания и использует их в разработке каких-то новых технологий или продуктов, или чего-то, или даже просто пытается что-то нащупать в своей области, то вот эти затраты, они относятся на прибыль, то есть уменьшают налоговую прибыль не в полном, не скажем так, не в объеме, собственно, самих затрат, а аж на 130% больше. То есть, грубо говоря, если компания потратила, не знаю, там 100 тысяч, значит, на R&D, вот, то из налогов она может вычесть 230 тысяч. Вот, то есть это речь идет о том, что когда компания начинает потом продавать какие-то свои товары или услуги,
она может из этой прибыли вычесть довольно большую сумму. Но даже не это еще самое привлекательное. Привлекательно то, что для компаний, которые еще не вышли на прибыльность, а очень много из технологических таковые есть, можно получить вот этот вот вычет не просто, скажем так, отсроченной прибыли, для уменьшения отсроченной прибыли, а живыми деньгами налоговой. То есть, если компания, опять же, вот в нашем примере понесла затраты на R&D, она бы могла уменьшить налоговую базу на 100 тысяч, вот, но только тогда, когда она вышла бы на прибыль. Ну вот, примечательно то, что вот с точки зрения R&D вычетов, то есть вычетов на неокры, это не только вычет из будущих продаж, то есть из будущей прибыли, когда компания уже применит свои разработки и начнет получать прибыль, и можно будет вот этот вот расширенный убыток, по сути, расширенные затраты на неокры вычесть из этой прибыли. Но для тех компаний, которые еще вообще не начали ничего продавать и которые находятся только в стадии каких-то разработок, налоговая и государство предлагает возможность получить живыми деньгами, еще раз почему, живыми деньгами получить этот вычет из налоговой. То есть если компания потратила какую-то сумму на неокры, она подает это заявление, и не просто эта сумма списывается как бы с прибыли, да, ее можно списать еще до того, как эта прибыль появилась. Вот. Компания еще ничего не продала, по сути, ей за сравнительно небольшим вычетом, там, не в полном объеме, но разумный вычет делается налоговой, но тем не менее возвращается вот эта сумма. Это не все, естественно, не вся сумма, которую компания потратила на неокры, но это существенно, там порядка 15%. Это существенно для компании именно с точки зрения кэшфлоу, потому что компания еще ничего не продает, но платит уже за зарплаты, платят уже какие-то, у нее есть операционные расходы, и вот получить живыми деньгами что-то из налоговой, это прекрасно. Да, действительно, это прекрасно. Видите, как оказывается как правительство Великобритании поддерживает вообще технологические стартапы и вообще развитие технологической вот этой вот среды в Великобритании. Это очень интересно. Да, есть еще, я не могу сейчас сказать более подробно, потому что это очень узкая специфика, но вот есть, например, специальная история для тех, кто разрабатывает видеоигры, то есть для геймдева, так называемого. Вот для этой области есть свой налоговый режим, тоже свои какие-то послабления. Я даже вот не являюсь специалистом именно вот в этой области, знаю о существовании. Так что если кто-то из ваших коллег и зрителей занимается геймдевом, вот, то можно тоже какие-то себе плюшки получить с точки зрения налогов. Да, наверное, кстати, вот геймдев, возможно, один из таких самых популярных направлений такого развития технологического бизнеса в Великобритании. И, в принципе, это отлично, что есть вот такое налоговое послабление для именно вот этой сферы. Спасибо большое, Алексей. Видите, как много, оказывается, есть способов законно избежать больших вот этих налогов. Так что, наверное, Великобритания не должна пугать теперь людей, которые туда планируют ехать. И можно всего лишь обратиться к Алексею и к компанию TaxBreeze, и они решат эту проблему. Да, конечно. Но подчеркиваю, что в рамках закона мы всегда это подчеркиваем, что моя любимая фраза – это то, что вам не нужен бухгалтер, если вы готовы просто не платить налог. То есть есть у нас среди наших клиентов, конечно, особенно будущих, потенциальных клиентов, те, кто, скажем, хочет получить какой-то, ну, скажем так, уже перейти некую грань, вот в налоговой оптимизации перейти некую грань, и мы говорим, ну, понимаете, что мы вам не нужны для того, чтобы это сделать незаконно. Просто незаконно не платить налоги – это очень просто. Вот законно минимизировать их, да, это гораздо больше требует усилий, поэтому мы этим и занимаемся, собственно, на ежедневной основе.